5 августа 1888 года Берта Бенц, 39-летняя жена инженера-изобретателя Карла Бенца, села за руль автомобиля Benz Patent Motorwagen, модель номер 3, и отправилась навестить свою матушку. Прихватив с собой двоих сыновей, 13-летнего Рихарда и 15-летнего Эугена, Берта пустилась в 105-километровую поездку из Мангейма в Потсхайм, не предупредив ни мужа, ни власти. Если бы она попыталась их предупредить, ей бы, конечно, запретили делать такой опасный эксперимент, подвергающий риску жизни людей и сохранность дорог. До этого дня безлошадные повозки на бензиновых двигателях демонстрировались только на коротких испытательных пробегах. И машины вели механики, умевшие собирать и разбирать это чудо техники собственными руками. И проводились эти мероприятия с благословения властей и в безопасных огороженных местах. Нормальные люди на автомобилях не ездили. Они ездили верхом или в конных каретах, а если нужно было ехать далеко, то на поезде или на дилижансе, или на пароходе. Шумные тарахтелки Бенца выглядели забавной и опасной игрушкой. Даже для самого изобретателя, который искренне не видел проку в своих детищах. Он вообще-то занимался серьезным делом, производил портативные моторы для промышленности. Поставить один из них на коляску и приделать к этому безобразию руль – это он делал для приколу в свободное время, как другие люди выпиливают лобзиком и пекут тортики. Все понимают, что это просто хобби, а не потенциальный бизнес. Даже если ваши поделки развлекают ваших гостей и семью, кому еще они нужны? Так думал и Карл Бенц. И это то, что он говорил своей жене. Вот только Берта была не просто женой Карла. Она также была его инвестором, партнером и соратником. Она не первый раз была за рулем. Автомобиль рождался у нее на глазах. Эта идея росла перед ней так же, как росли их дети. И у нее было собственное мнение по поводу будущего автомобилей, которое не совпадало с мнением ее мужа. И Берта докажет всем, что автомобиль – это не роскошь, не игрушка для богатых бездельников. Это настоящее средство передвижения. Меня чрезвычайно удивило, и я уверена, что этот факт удивит многих из вас, что до того, как бензиновые двигатели внутреннего сгорания стали стандартом для автодорожного транспорта, люди вполне успешно ездили на паровом двигателе, не только по железным дорогам. В ранневикторианское время в Англии уже бодро бегали паровые дилижансы, этакие автобусы на паровой тяге. Они передвигались в 2 раза быстрее конных экипажей, в среднем со скоростью 20 км в час, а на коротких участках могли разогнаться и до 40. Это была потрясающая по тем временам скорость, и паровые дилижансы успешно конкурировали с конными. Владельцы конного извоза пытались саботировать паровые дилижансы, подкладывая камни на пути у парового автобуса, в надежде повредить ему колеса, если повезет, даже перевернуть. Страсти накалялись, и в середине века в городе Олдгейт произошло столкновение конного экипажа и парового дилижанса. Ни один из водителей не хотел уступать дорогу. В результате с самыми печальными последствиями смешались в кучу кони, люди и паровой котел. А если мы с товарищем желаем совершить деловую поездку? Воздух-то нынче какой, или мы хотим, прокатиться? Гражданин барин, прошу! Нет, нет, Пожалеете! в этой карете прошлого далеко не уедешь. В принципе, тогда существовали и образцы персонального парового транспорта, то есть прототипы автомобилей, этакие самовары на колесах, способные перемещать изобретателя по горизонтали, а если не повезет и взорвется котел, то и по вертикали.
Паровозы и пароходы вообще стали ко второй половине века стандартным общественным транспортом, развозившим людей по всему земному шару. То есть паровой двигатель успешно и коммерчески выгодно перемещал людей и грузы на любые расстояния. Зачем же было огород городить и изобретать совершенно другой тип двигателя? Окунемся немножко в историю инженерии. Потому что до того, как Берта села за руль, Карлу нужно было сконструировать автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. Паровой двигатель – это был двигатель внешнего сгорания. В том смысле, что топливо, которое заставляло расширяться толкающий двигатель газ, сгорало снаружи, а именно под котлом, в котором кипела вода. То есть, собственно, паровой двигатель так устроен. Под котлом с водой разводили огонь. Вода в котле нагревалась, начинала выкипать. Образовывался пар, который, расширяясь, толкал поршень. Этот поршень можно было соединить с каким-нибудь образом с вашей машиной, и он будет крутить колеса, или качать воду, или наматывать шерсть на гигантскую шпульку. Прототипы таких паровых двигателей существовали с незапамятных времен. Реально, с Древней Греции до нас дошли описания и чертежи игрушек, движимых паром. В документах Леонардо да Винчи обнаружено описание архитронита, паровой пушки. Причем сам Леонардо приписывает ее изобретение Архимеду, тому самому, который в ванне. То есть, да, паровым двигателем можно, в принципе, не только перевозить предметы, но и стрелять. Есть версия, что легендарные зажигательные зеркала Архимеда, которыми он якобы подпалил вражеский флот, на деле были такой паровой пушкой, стрелявшей полыми глиняными ядрами, начиненными греческим огнем. Но по-настоящему широкое распространение паровые машины получили только в конце 17-го, начале 18 века. Такая задержка была вызвана тем, что для создания по-настоящему эффективного парового двигателя требовались разные знания и технологии, которые к этому времени только накопились. Концепция вакуума, к примеру, и методы его создания и прочее. Сформировалась также нужда в таких двигателях. Это очень типично для любого успешного и значимого изобретения. Для его повсеместной реализации важно наличие благодатной технологической, экономической и даже политической среды. Даже климат играет значение. В моем ролике о климатической аномалии 1816 года я рассказывала о том, как длительное похолодание и подорожание овса привело к изобретению велосипеда. Кормить лошадей стало нечем, и барон Карл Дресс попытался заменить лошадь машиной на колесах, приводимой в движение ногами. Казалось бы, прекрасное и полезное изобретение, но первые велосипеды родились раньше своего времени, и так они получили широкого распространения, а Карл Дресс умер в нищете. Дом, в котором он прожил свои последние дни, находился всего в 2 кварталах от места, где в то время рос мальчик по имени Карл Бенц. Карл Бенц родился 25 ноября 1844 года в городе Мюльберге, сейчас это Карлсруэ в Германии, а тогда это было королевство Вюртемберг. Его отец был машинистом локомотива. Несмотря на то, что семья жила в бедности, его мать постаралась дать ему хорошее образование, и Карл учился с большой охотой и был блестящим учеником. Он хотел пойти по стопам своего отца, но дальше. Не просто водить паровозы, он хочет их конструировать. Вокруг него был самый разгар Второй промышленной революции. Паровые двигатели активно использовались повсюду, не только на транспорте. Они откачивали воду из шахт, приводили в движение пилорамы, крутили целые ряды прялок и ткацких станков, пахали землю и, конечно, возили грузы и людей. Паровые двигатели во многих случаях были куда лучше и мощнее лошадей, но у них были свои серьезные недостатки. Особенно, когда дело касалось транспорта. Во-первых, паровой двигатель всегда был очень тяжелым. Он также был громоздким и пожирал большие объемы топлива.
Как вы понимаете, его нужно было периодически заправлять водой и постоянно поддерживать огонь в топке. Хорошо, если ваш паровой двигатель просто стоит на земле и, допустим, качает воду из шахты. Нет проблем, надо только подвозить к нему уголь и периодически подливать внутрь ту же воду, которую он выкачивает. Гораздо хуже, если вы хотите на нем куда-то ехать. Это не случайность, что на паровой машине ездили дилижансы, пароходы или паровозы, а не персональные авто или, скажем, мопеды. Паровой двигатель вообще было очень трудно миниатюризировать. Он предпочитает быть размером с дом. Это необходимо для создания достаточного количества пара и для крепкости конструкции. Топливо тоже занимало большой объем и весило порядочно. На дровах вы вообще далеко не уедете, но и на угле, который гораздо эффективнее дров, паровозу надо было везти с собой целый вагон угля. Нужно было периодически останавливаться и подливать в паровоз воды. Потом нужно было ее закипятить. Остановившийся и остывший паровой двигатель разогревался чуть ли не час. Поэтому паровозы на станциях не выключали полностью, а продолжали поддерживать огонь в топке. Черные кочегары постоянно подбрасывали в печь черный уголь. Гарь и чад от паровозов были кошмарными. Но самой главной проблемой, по крайней мере в глазах озабоченной общественности, было то, что паровые котлы иногда взрывались. Их старались сделать очень прочно, что, кстати, было причиной того, что они были такими тяжелыми. Но все равно крошечная щель в стыке означала разгерметизацию котла, после чего перегретая вода внутри могла мгновенно вскипеть ключом, и пар разрывал котел к чертям. Это означало, что котлы боялись тряски. Пароходы, паровозы на гладких рельсах, а также стационарные двигатели на фабриках были побезопаснее. Но предки автомобилей и автобусов, скакавшие по разбитым грунтовым дорогам, были просто бомбами на колесах, и публика вполне резонно их опасалась. То есть, несмотря на популярность и эффективность паровых двигателей, назрела необходимость придумать что-нибудь получше. Что-нибудь поменьше, помобильнее, почище, попроще в эксплуатации и значительно побезопаснее. Изобретатели ломают головы над двигателями внутреннего сгорания, где субстанция, толкающая поршень, и топливо являются одной и той же субстанцией. Сгорание происходит прямо внутри котла. В отличие от парового двигателя, где поршень толкает водяной пар, в двигателе внутреннего сгорания поршень выталкивается из-за сгорания и расширения самого топлива, а не какой-то дополнительной жидкости, которую топливо кипятит в котле. Это снижает энергетические потери и повышает эффективность. Благодаря этому двигатели внутреннего сгорания могли быть более компактными и легкими, что сделало их идеальными для малого бизнеса и частных потребителей, нуждающихся в портативных и небольших источниках энергии, потому что не все могли позволить себе постройку гигантской паровой машины. Видите, Шура, что можно сделать из обычной швейной машинки Зингера? Небольшое приспособление, и получилась прелестная колхозная сноповязалка. Невозможно выделить одного человека, которого можно однозначно назвать изобретателем двигателя внутреннего сгорания. В это вложились многие инженеры из разных концов света. Обычно автором первого практичного двигателя внутреннего сгорания называют Этьена Ленуара, французского изобретателя бельгийского происхождения. Его одноцилиндровый двигатель 1860 года работал на смеси воздуха и светильного газа и имел электрическое искровое зажигание. Николаус Отто, немецкий инженер, запатентовал в 1876 году четырехтактный двигатель, работавший по так называемому циклу Отто. Это было выдающееся изобретение, и оно произвело революцию в транспорте. Забегая вперед, скажу, что машина Бенца будет бегать на четырехтактном двигателе. Переход от паровых к двигателям внутреннего сгорания был постепенным.
Нельзя сказать, что с изобретением двигателя внутреннего сгорания использование паровых двигателей остановилось. В конце XIX века двигатель внутреннего сгорания находился еще в экспериментальной и разработочной фазе. Помимо Отто и Ленуара, многие инженеры работали над прототипами новых двигателей и их частей и совершенствовали свои конструкции в небольших мастерских или собственных гаражах. И Карл Бенц станет одним из многих, кто занимался этим вопросом. После получения формального образования Бенц прошел 7 лет профессиональной подготовки в нескольких компаниях, но ни в одну из них не вписался. В 1871 году, в возрасте 27 лет, Карл Бенц начал первое собственное дело. Вместе с Августом Риттером он открыл в Мангейме чугунно-литейную и механическую мастерскую. К сожалению, Карлу здорово не повезло с компаньоном. Из-за Рихтера мастерская чуть не разорилась, их инструменты были конфискованы. К счастью, Карл находит себе нового, гораздо лучшего компаньона. – 27 июня 1869 года он знакомится с очень хорошенькой и очень энергичной Бертой Рингер. Берта была не только красотка, она была хорошо образована и увлекалась техникой. А еще она была очень богата. Ее отец начал как плотник и строитель, но в конце концов начал спекулировать недвижимостью и сколотил хорошее состояние. И у его дочки было хорошее приданое, которое барышня Рингер решила вложить в предприятие Карла Бенца, в которого влюбилась без памяти. Берта всегда очень интересовалась всякими технологическими инновациями, но она не могла стать инженером, поскольку в то время женщинам не разрешалось посещать университет. Молодой человек, который умел говорить о технике лучше, чем о чувствах, совершенно ее очаровал. И она решила, что его идеи достойны того, чтобы поддержать его материально. Она выкупила долю Риттера в компании Карла, а через 3 года они с Карлом поженились. У них было 5 детей – Eugen, Рихард, Клара, Тильда и Эллен. И у них была машиностроительная мастерская. Чтобы оставаться на плаву, Карл активно старается работать над новыми патентами, новыми изобретениями. И для начала он сосредоточился на создании надежного бензинового двухтактного двигателя. Большинство тогдашних двигателей создавались на заказ. Не существовало еще массового производства моторов. Каждый мотор делался под какое-то конкретное предприятие. И они могли выполнять самые разные функции. И Карл старался сделать свои моторы как можно меньше и как можно мощнее. В 1876 году, когда Берта была беременна 3-м ребенком, судебный пристав приказал описать оборудование их мастерской, потому что они больше не могли платить по своим долгам. Но они продолжили работать, и в канун нового 1879 года им впервые удалось заставить работать двухтактный двигатель нового типа. 4-тактные двигатели отличаются от двухтактных разделением циклов впуска воздуха и топлива и выпуска выхлопных газов, что делает их более экономичными и тихими. Зато двухтактные двигатели проще и быстрее разгоняются. Бенц получил свой патент 28 июня 1880 года. В процессе разработки он запатентовал множество инноваций, включая дроссель, карбюратор, коробку передач и водяной радиатор. Однако проблемы возникли снова, когда банки потребовали инкорпорировать их предприятия, иначе Бенцам отказывались давать новые кредиты. Они были вынуждены импровизировать и организовались со знакомым фотографом и его братом-торговцем сыром в акционерное общество в 1882 году. Но долго это предприятие не просуществовало, поскольку у Бенца было всего 5% акций, и, к его мнению, партнеры не сильно прислушивались. Поэтому всего год спустя, в 1883 году, он вышел из этой корпорации и объединил усилия с 2 парнями, у которых до этого была мастерская по починке велосипедов. В октябре 1883 года они основали компанию Benz & Co.
специализирующийся на разработке и производстве стационарных компактных двигателей. Как я понимаю, с механиками договориться оказалось проще, чем с фотографом и продавцом сыра. И дела новой компании пошли хорошо. Наконец-то у Бенца появились время и деньги заняться своим любимым проектом – созданием настоящего практичного автомобиля. Он придумывал его вместе с женой. В 1885 году, спустя 13 лет после свадьбы, Бенцы завершили работу над своей первой безлошадной повозкой. Карл Бенц подал заявку на патент, но на нем не было имени Берты, несмотря на весь ее вклад. Таковы были тогдашние законы. Замужняя дама не была самостоятельной личностью. Патент Моторваген модель 1 была первым запатентованным автомобилем в мире. Эта машина, напоминавшая помесь трехколесного велосипеда с пролеткой, была довольно неуклюжей и во время демонстрации врезалась в стену. Однако третья модель была успешно доработана и в 1888 году вышла на рынок. Модель 3 стоила 600 немецких марок, или примерно $5000 на нынешние деньги. У нее были приводные задние колеса с остальными ободами и твердой резиной, переднее колесо, соединенное с рулем, а также дополнительные сиденья и складной верх. Нельзя сказать, что публика с восторгом приняла новое изобретение. Автомобиль на двигателе внутреннего сгорания оказался таким же баловством, как все предыдущие протомашины на паровых двигателях. Он был очень шумным, не очень надежным, плохо управлялся и пугал суеверных поселян. Кто-то должен был продемонстрировать, что автомобиль может быть действительно полезным в обыденной жизни. И Берта берет с собой сыновей и отправляется в путь. Они якобы поехали навестить бабушку, но на самом деле у Берты Бенц были другие мотивы. Она хотела доказать мужу, что автомобиль, в который они оба вложили столько сил и средств, может принести им финансовый успех, что автомобили могут быть интересны широкой публике, что у изобретения Карла есть будущее. Берта с сыновьями покинули Мангейм на рассвете, прекрасно понимая, что за пару часов они не доберутся и проблемы в пути будут. Никаких автодорог, конечно же, не было, поэтому бенцы тряслись по грунтовкам, по которым обычно ездили телеги. Однажды даже ехали по куску мощеной дороги, оставшейся со времен Древнего Рима. Это был тот еще автопробег. 2 передач автомобиля было недостаточно для преодоления подъемов, и Евгену и Рихарду периодически приходилось толкать автомобиль в горку. Однажды у них порвалась цепь, и пришлось искать кузнеца, который бы ее починил. Когда начали стачиваться и выходить из строя деревянные тормоза, Берта обратилась к сапожнику, чтобы тот набил на них кожаные полосы. И так она изобрела первые тормозные накладки. Она также прочищала засорившийся топливопровод булавкой для шляпы и затыкала подвязкой прохудившуюся систему зажигания. Сколько бензина входит в вашу машину? Литров 50? Больше? В модели 3 вмещалось всего 4,5 литра топлива, которых хватало километров на 25. Берте нужно было найти по пути источники горючего. Никаких бензозаправок, как вы понимаете, тоже не было. Бензина еще практически не было. Машина Берты бегала на лиграине. Эта фракция нефти использовалась тогда примерно для тех же целей, что потом керосин и бензин. Ею заправляли лампы, небольшие моторы, портативные печки, а также использовали как растворитель. Покупался лиграин в аптеках. Тогдашние аптеки продавали не только лекарства, но и прочую бытовую химию. Поэтому Берта остановилась по дороге в Вислахи, в городской аптеке, чтобы купить лиграин для заправки. Она хотела купить 10 литров, но аптекарь, увидев встрепанную даму в запачканном платье, понял так, что ей нужен лиграин, чтобы почистить одежду, и начал уверять ее, что 1 литра ей хватит за глаза. Берте пришлось удовольствоваться 3 литрами, больше в аптеке не было. Итак, аптека Вислахи стала первой автозаправочной станцией в мире
И перед ней там теперь стоит потешный памятник Берти, ее мальчишкам и их автомобилю. Между прочим, им все еще приходилось периодически заправляться водой, потому что их двигатель использовал воду для охлаждения. В результате, после всех этих приключений, Берта добралась до Пфорцхайма вскоре после наступления сумерек, спустя примерно 12 часов после старта, и отправила мужу телеграмму об успешном завершении своего путешествия. Несколько дней спустя она вернулась в Мангейм на том же автомобиле, но другой дорогой. Дома ее ждали гневные письма от властей и угрозы штрафа. Но ее поездка получила широкую огласку, к чему Берта и стремилась. Она доказала не только мужу, но и всем вокруг, что автомобиль можно использовать для езды на дальние расстояния. А если внести в него несколько усовершенствований, к примеру, добавить низких передач, чтобы машину не приходилось толкать на подъемах, то им может пользоваться даже дама. После тест-драйва Берты Benz & Co. стала крупнейшей автомобильной компанией в мире. Их автомобили начали продаваться. Не как горячие пирожки, не будем преувеличивать, но им удавалось продавать до 50 автомобилей в год. Это число постепенно увеличивалось, и к 1900 году Benz & Co. производили в год около 600 автомобилей. К началу 20 века у Бенца уже было несколько конкурентов из Германии, Австро-Венгрии, Великобритании и Франции. Некоторые из этих конкурентов, Peugeot и Шкода, например, дожили до сегодняшнего дня. А одна, Daimler, слилась с компанией Бенца в автомобильную компанию Daimler-Benz, которую вы теперь знаете под именем Mercedes-Benz. Карл выйдет на пенсию в 1912 году и пересдаст дела своим сыновьям Евгену и Рихарду. В 1925 Карл Бенц напишет мемуары, где скажет о Берте: «Только один человек оставался со мной на маленьком корабле жизни, когда ему, казалось, суждено было затонуть. Это была моя жена. Она смело и решительно подняла новые паруса надежды». И это был рассказ о первой женщине за рулем. На сегодня я с вами прощаюсь. Будьте осторожны на дорогах. Всего доброго. До свидания. Друзья мои, если вы скучаете между субботами и хотели бы больше и чаще узнавать всякие интересности, касающиеся истории и культуры, и особенно истории бескультурья, то вы можете подписаться на мой блог на Бусти или Патреоне. Эти два блога абсолютно одинаковые, я там пишу одно и то же. Просто Бусти умеет принимать оплату российскими платежными средствами, а Patreon принимает разные международные кредитные карточки. И на этих блогах я почти каждый день публикую занимательные рассказы с картинками. Это на первом уровне подписки. А на втором уровне вы еще получите доступ к дополнительным коротким видео. Кроме того, если вам не нравится вся эта реклама, которую в вашей стране вставляет в мои видео YouTube, это еще одна причина подписаться на блоги, потому что там я размещаю субботние видео без рекламы и на 15 минут раньше, чем на YouTube. Это для тех, кто к субботе конкретно соскучился. Еще один немаловажный ништяк для подписчиков – это возможность бесплатно скачивать мои художественные книги. Ссылку на онлайновый магазин, где вы можете их купить, я, кстати, тоже размещу внизу в описании. И последнее, но не по важности, причина подписаться на мой блог – вы тем самым поддерживаете этот канал и даете мне возможность все мое рабочее время посвящать вам. На сегодня у меня все. Всего вам доброго и до скорых встреч!